Всем привет, парни и девушки. Знаете, я просто обожаю снимать видео с ноутбуками из Китая. И одна из таких причин — это полная свобода в плане обзора. Китайские компании, как правило, не дают всякие там технические задания, чтобы все было написано по бумажке. И поэтому это видео я снимаю так, как хочется лично мне. Я, признаюсь, провел за этим ноутом не 5 дней и даже не 2 недели, а целый месяц. И при этом я использовал этот ноутбук не как обычный ноут для работы, а использовал его в формате домашнего ПК. Просто так вышло, что я сейчас живу в разных квартирах, и поэтому я таскаю с собой ноут в рюкзаке туда-сюда, с места на место. Например, я начал монтировать данное видео в одном месте, потом закрыл ноут, значит, положил его в рюкзак, поехал на другую квартиру и там раскрыл ноут, подключил к монитору и продолжаю делать это же видео. Я просто, знаете, наконец-то спустя столько времени действительно понял, зачем людям нужны ноутбуки. Я понял, что это не просто компактные безделушки, а действительно, если ваша жизнь более или менее динамичная, и вы, скажем, выходите из квартиры хотя бы один раз в неделю или там работаете, например, где-то в офисе, то ноутбук — это прям очень удобная штуковина. Вам точно не нужен ноутбук, что просто, скажем, лежать на диване с ноутбуком на пузе. Нет, лежать можно и за компьютером, вы тоже это все знаете, и даже можно в руках с планшетом. Это тоже вполне нормально. Прежде всего, ноутбук — это удобство именно в работе. Но в моем случае так вышло, что компания Мешрево, по-моему, так она правильно читается, в общем, они напичкали ноут еще нормальной видеокартой RTX 3060 и процессором i7 12700H на 10 ядер 20 потоков. Так что этот крепыш позволяет даже запускать игры на ультра в 2К. Одним словом, универсальная машина, а сама компания Мешрево, я так понял, это дочерняя фирма более известных MyBenben, если помните, есть такие на рынке. И, в общем-то, просто подписывают почему-то эти две компании в одном названии модели. Видимо, они действительно как-то связаны, но эта вся информация я озвучил, которая вряд ли интересна зрителям. А зрителям интересно что? Правильно, цена и железо, что установлено в этом ноутбуке. Вот это уже более существенно. Итак, цена, друзья, за такой ноут на AliExpress модель Aurora Pro, внимание, 106 тысяч рублей, что примерно $1500, ну там плюс-минус. Я посмотрел аналогичные модели от известных брендов с таким же точно железом и с 2К экраном на 165 Гц, ну там, например, скажем, Lenovo, то он продается за 180 тысяч, тоже с экраном 2К, но чуть больше размером SSD. И есть также модель от Asus, точно такая же по начинке и стоит 143 тысячи рублей. Так что действительно разница как бы существенная, почти 40 тысяч. И в нашем случае за соточку мы получаем плюс-минус одинаковую мощность и одинаковое качество картинки в 2К. В общем, друзья, думайте сами, я просто как бы для зрителей показал цены, и теперь давайте посмотрим, что у нас под крышкой. Быстренько откручиваем парочку винтов и видим с вами, значит, следующую картину. Во-первых, я отмечу сразу приятную новость. О чудо, это как бы свершилось. У нас 16 оперативы, внимание, в двухканале. Это прям плюс 200 китайцам в карму за правильное решение, потому что есть ноуты с одной плашкой на 16 в одноканале, и это, если честно, довольно спорный, очень спорный момент. Ну окей, ладно, едем далее, и у нас видим теперь быстрый NVMe SSD на 512. Есть рядом еще один свободный слот под еще один SSD в формате M2. Можно, в общем-то, подкинуть SSD-шник, если вам окажется мало 512. И также видим с вами рядом довольно крупный радиатор с вертушками на процессоре и видеочипе. Пока что, я вам скажу, сложно сказать, насколько будет низкая температура, однако чисто визуально видно множество тепловых трубок, да и вертушки как бы, ну, таких довольно больших, крупных, нормальных размеров. В общем, потом все это оценим. Самое важное, что первое впечатление нормальное, именно по железу внутри, и теперь немножко про качество сборки, экран, и можно начинать наконец-то тестировать. Но сперва, друзья, немножко полезной информации. Друзья, хочу рассказать вам о зарядке Ugreen 100 Вт GaNFast Charger. Это новейшая модель, имеющая 4 порта и быстро заряжает сразу кучу устройств. Из ключевых особенностей у нас высокоскоростная зарядка благодаря новейшему чипсету GaN. iPhone можно будет заряжать до 3 раз быстрее, чем с оригинальным зарядным устройством. Этой зарядкой я пользовался во время переезда в студию, и нужно было быстро заряжать смартфон, планшет и даже ноутбук через Type-C. Причем заряжал я сразу все 4 устройства одновременно, и результат был весьма быстрым. Температура корпуса не была высокая, он, я бы сказал, малость был теплый, а заряжал при этом без проблем. Цена на зарядник Ugreen весьма демократичная, и за эти денежки мы получаем отличный продукт в крепко собранном корпусе от проверенной компании. Если кому интересно, я оставлю ссылочки в описании под этим видео, переходите, приценивайтесь. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Что ж, качество сборки в целом нашей модели ноута, я думаю, нормальное. Я не нашел, если честно, там скрежета пластика или люфтов, там щелей и прочее.
прочих недочетов. Это базовая модель корпуса, скорее всего, от компании Clevo, я так думаю. Ну, то есть это ОМ-ный корпус. И в наличии куча всяких там портов, подключить можно буквально все. И подключаюсь я именно к монитору через HDMI вход. Далее у нас сверху находится металлическая крышка, внутри сама рабочая часть пластиковая цветом под металл, ну и снизу тоже пластиковая крышка с множеством отверстий под воздух. Клавиатура, я отмечу, у нас имеет RGB подсветочку, плюс раскладка только английская, поэтому в комплекте китайцы положили на время резиновую накладку. Я лично ею не пользуюсь, я уже на память знаю буквы, но если нужно, то лучше, конечно, сделать лазерную гравировку за 500 рублей. В остальном я даже не знаю, что еще интересного отметить в плане сборки. Это просто аккуратный, не наляпистый ноут, а вот экран у него действительно заслуживает вашего внимания. Во-первых, плотность пикселей и само разрешение в 2К или в QHD на 15 дюймах — это по-настоящему эталонный стандарт, я думаю, в 2023. Да, Full HD это все еще очень актуально, но после 2К матрицы, поверьте мне, уже Full HD, если честно, ну, такое себе. Нормально, но явно не такая высокая четкость и детализация картинки как бы, ну, похуже, чем 2К. Во-вторых, тут стоит в этом ноуте IPS матрица на 165 Гц, а значит цветопередача просто отличная. Но все мы знаем, что правильно, что IPS матрица имеет небольшую особенность, то есть у нее невысокий запас яркости. Поэтому, если вы любите прям выкручивать яркость на максимум, чтобы аж там, не знаю, светился ноут на всю комнату, то это точно не про IPS экраны. Тут в меру яркий дисплей, он не тусклый и не супер, скажем так, засвеченный. Ну окей, ладно, закроем тему монитора, и теперь самое время протестировать ноутбук именно в работе. Про рабочее приложение я уже рассказывал в начале видео, тут вообще нет проблем, я спокойно склеил примерно 5, наверное 6 видео на этом ноуте, и все же 10-ядерный 20-поточный i7 и Видяха RTX 3060 позволяют без проблем заниматься именно монтажом. Это довольно современное железо. Но вот куда интереснее — это запуск игр. И тестировать мы будем не Full HD на высоких, а по-серьезному исключительно в 2К на ультра, чтобы оценить предельные возможности этого ноута. То, что Full HD на высоких вообще не будет проблем, это все мы прекрасно знаем, именно с таким железом. Но вот на запредельных это уже явно поинтереснее. Итак, друзья, начнем с простых сетевых проектов. Запустим, например, Rainbow 6 на ультра в 2К и видим с вами в целом высокий фреймрейт 180-190 FPS. Но меня, если честно, смущают невысокие частоты процессора, примерно 2600-2800, плюс видеокарта 3060 почему-то трудится не на полную свою мощность, а именно не на 120-130 Вт, а выдает там 90-100 Вт. И поэтому температура на этом железе очень низкая, что-то там примерно 65-70 градусов. Мне кажется, что ноутбук может действительно выдавать больше своей пиковой мощности. Возможно, это связано с невысокой требовательностью именно к железу в самой Rainbow 6, или там, скажем, интеллектуальные настройки NVIDIA драйвера просто не хотят, то есть не нуждаются в полной мощности самого железа. Ведь там есть всякие, если вы знаете, фичи вроде Game Boost, Whisper Mode и так далее, все эти, короче, уменьшители потребления энергии. Ну а так в целом смотрим, вроде бы все в порядке именно с количеством кадров. Пока что все нормально. Итак, друзья, возвращаемся к тестам. Все же я решил выключить все эти улучшайзеры, оптимизаторы от NVIDIA, чтобы проверить и запустить теперь наконец-то Cyberpunk. Выставил я в общем и целом все настройки на ультра с трассировкой и режим DLSS с производительностью в 2К. И вот тут уже у меня нет вопросов именно к видеокарте. Видим, что она выдает свою полную мощность теплопакета 130 Вт. И частоты процессора тоже поднялись вместе с температурой. В среднем у нас 45-50 FPS. И да, это незаветные 60 кадров. Но еще раз на секундочку я уточню, это Cyberpunk на ультра с лучами в 2К. Это серьезные требования, так что стабильные и крепкие 45-50 в сложных открытых локациях это достойно. И 60-70 в закрытых это тоже как бы вполне хороший результат. Однако, если вам нужны именно 60-70 FPS, то без проблем оставляем ультра, то есть выставляем ультра настройки, но выключаем при этом трассировку и получаем на ультра 80-90 кадров. Но опять же, после отключения трассировки снова железо понижает свою мощность и падает температура, и теперь вместо 80 градусов примерно 65-70. Это считается очень низкая температура для любого ноута именно с мощным железом. Хотя и 80 тоже были, ну, явно еще не критичные. В общем, железо, насколько я понял, работает в этом ноуте в адаптивном режиме. Возможно, в BIOS стоит выключить эту опцию, но если честно, этот режим понижает шум вентиляторов заметно, и температура при этом тоже падает, так что я
не вижу в нем вообще проблем. Если же выставить очень сложные настройки, то сразу ноут врубает все свои мощности и трудится на полную, и процессор, и видеокарта, и все остальное. В целом вполне нормальная затея, так что это как бы вполне сойдет. Что ж, в конце давайте запустим еще новинку Atomic Heart, и тут в 2К на ультра с включенным DLSS в режиме баланс особо как бы ничего интересного. Почти везде есть 60 FPS, возможно местами просадки до 57, но и поднятие тоже есть до 100 FPS, именно в закрытых локациях. Опять же, это запредельные настройки в 2К, если нужно больше кадров, просто ставим Full HD вместо 2К или просто меняем DLSS на режим производительности. Будет вам 70, 80, 90 и так далее. В общем, что хочется сказать про данный ноут. Я думаю, он стоит этих денежек, действительно, что за него просят китайцы. Если бы он стоил, например, 140-150 тысяч, я бы, наверное, очень сильно сомневался в такой покупке. А так, за соточку с лишним вполне отрабатывает каждую копеечку. Мне однозначно понравился экран и качество сборки, плюс общая производительность и температура тоже особо не вызывали проблем. Одним словом, пока что я пользуюсь этим ноутом уже второй месяц, и он работает как бы без особых проблем и дефектов. Wi-Fi не отваливается, синих экранов смерти я тоже не замечал, и вообще ни одной ошибки он не выдавал и ни разу не подвисал. Я не тестировал его 2 или 3 дня, как обычно у меня происходит. Тут речь идет прям о полноценной работе на протяжении месяца или даже больше. Так что оценку я сложил о нем вполне объективную, именно как пользователь, а не обзорщик на YouTube. Вот такая вот история. Окей, что ж, ладно, на этом у меня уже все, друзья. Если вам было интересно, как бы ссылочки я оставлю в описании под этим, то есть в описании на этот ноут, ссылочки я оставлю на этот ноут в описании под этим видео. Я обещал компании прикрепить ссылочки, уж не сочтите за рекламу, но это одно из условий компании, чтобы дали мне этот ноут на обзор. Ну а я на этом уже как бы буду заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть и увидимся уже очень скоро. Всем удачи, пока-пока.